Всем привет! Меня зовут Елена Ермина. Я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию крючком и спицами. Сегодня вяжем спицами. К вашему вниманию предлагаю замечательную модель туники. Это летний вариант. Туника связана спицами. Туника вяжется очень простым и легким узором. Сейчас мы вместе с вами начнем вязать. Но перед этим я хочу вам рассказать о пряже и информацию по расходу. Узором, который мы сейчас будем с вами вязать, вы можете связать летнее платье, пляжный вариант, топ, либо футболку. Для вязания данной модели можете воспользоваться вот этой выкройкой. Выкройка дана на несколько размеров. Выбираете свой размер. Если не нашли свой размер, то по аналогии делайте расчеты на тот размер, на который вы будете вязать. Информацию по расходу пряжи вы видите на экране. Также указаны размеры, на которые можно связать тунику по той выкройке, которую я вам показала ранее. Я буду вязать образец узора из пряжи Baby Cotton. Это 100% египетский хлопок. В 50 граммах 180 метров. Итальянская коллекция. Ссылку на пряжу, на спицы, на интернет-магазин и также свой промокод я оставила вам в описании под видео и в комментариях. Вы можете связать данную модель туники из пряжи Baby Cotton, сделать перерасчет пряжи по метражу и заказать нужное количество мотков на свой размер. Диаметр спиц 3 мм. Раппорт узора 16 рядов в высоту и 10 петель в ширину. Если вы будете вязать данный вид узора прямыми и обратными рядами, то количество набранных петель у вас должно быть кратное 10 плюс 2 петли кромочные. Если будете вязать узор по кругу, то количество петель должно быть кратное 10. Я специально сняла видео по вязанию каждого ряда, потому что, чтобы принцип вязания был понятен всем рукодельницам из разных стран, которые вяжут, повторяя за мной, и также для начинающих. Необходимо запомнить только, как вяжется первый и второй ряд, и также 9 и 10. Всего лишь 4 ряда. Для образца набираем количество петель кратное 10. Плюс 2 петли кромочные. Общее количество петель 12. Набираем обычным способом, самым простым. Количество набранных петель должно быть кратное 10. И плюс 2 петли дополнительно кромочные, если вы будете вязать узор прямыми и обратными рядами. Если будете вязать узор по кругу, то количество петель должно делиться на 10. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываю 2 вместе за передние стенки. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Провязала 2 вместе за передние стенки. Накид. 1 лицевая. Кромочную провязываем изнаночной. Второй ряд. Кромочную снимаем. 5 изнаночных. 1. Накиды провязываем изнаночными петлями. 2, 3, 4, 5. 5 лицевых провязываю за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную вяжем изнаночной. Третий ряд вяжется точно так же, как первый. Повторяем. Кромочную снимаем.
5 лицевых. Раз. За передней стенки 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваю. Провязываю 2 вместе за передние стенки. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваем. И провязываю 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. 1 лицевая, кромочная, изнаночный. 4-й ряд. Кромочную снимаем. 5 изнаночных. Накиды провязываем изнаночными петлями. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5. Следующие 5 петель провязываем лицевыми петлями за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную, изнаночный. Вяжем 5-й ряд узора точно так же, как мы вязали ранее с вами 1-й и 3-й ряды. 5 лицевых за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли перед этим я развернула и провязываю их вместе лицевой за передние стенки. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли перед вязанием развернули. Далее провязываем их 2 вместе за передние стенки лицевой. Накид. 1 лицевая. Заканчиваем ряд изнаночный. 6-й ряд мы вяжем точно так же, как вязали 2-й и 4-й ряды. 5 изнаночных. Изнаночные накиды провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Далее мы вяжем 5 лицевых. Петли провязываю за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную и изнаночный. 7-й ряд вяжем точно так же, как вязали 1-й ряд. Кромочную снимаем. Далее 5 лицевых петель, провязываю их за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли перед этим развернули. Провязали 2 вместе за передние стенки. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петли разворачиваем. Провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид. 1 лицевая за заднюю стенку и кромочную провязываем изнаночной. 8-й ряд вяжем точно так же, как вязали 2-й, 4-й, 6-й. Кромочную снимаем. 5 изнаночных. Накиды также изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. И далее 5 лицевых. Лицевые провязываю за передние стенки. 1, 2, 3, 4 и 5. Заканчиваем ряд, провязываю кромочную изнаночной петлей. 9-й ряд. Здесь у нас будет уже вязаться узор в шахматном порядке. Ну, в принципе, вязание такое же. Кромочную снимаем.
1 лицевая за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, петли я разворачиваю, провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, петли развернула и провязываю их 2 вместе лицевой за задние стенки. Далее вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. 10 ряд. Кромочную снимаем. 5 лицевых. Лицевые вяжем за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных. 1. Накиды провязываем изнаночными. 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. 11 ряд мы вяжем с вами точно так же, как вязали 9 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. Здесь уже мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, петли вяжем за задние стенки. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, провязываю за задние стенки петли. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. 12 ряд вяжем точно так же, как вязали 10 ряд. Кромочную снимаем. 5 лицевых за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Все петли изнаночные, включая накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. 13 ряд вяжем точно так же, как вязали 9 ряд. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем их за задние стенки. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязали за задние стенки. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. 14 ряд вяжем точно так же, как вязали 10. Кромочную снимаем. Далее у нас все петли, 5 петель мы провязываем за передние стенки лицевыми петлями. 1 лицевая петля, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых за передние стенки, плюс 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. 15 ряд мы вяжем точно так же, как вязали 9. Кромочную снимаем. 1 лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее мы вяжем 5 лицевых, и петли я провязываю за передние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную изнаночной. Крайний ряд раппорта 16. Мы его вяжем точно так же, как 10. Кромочную снимаем. 5 петель лицевых за передние стенки провязываю. То есть петлю разворачиваю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных, включая накиды. 1,
2, 3, 4, 5 и кромочную изнаночный. Как вы убедились, узор очень просто вяжется. Мы с вами вместе разобрали принцип вязания узора, связали один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Вот посмотрите, как интересно, симпатично смотрится узор. Вид с одной стороны и внешний вид узора с другой стороны. Вот на этой стороне расположены все изнаночные ряды, которые мы вязали в четных рядах. Это лицевая сторона узора, там, где вяжутся все нечетные ряды. Раппорт узора 16 рядов в высоту и 10 петель в ширину. Если вы будете вязать данный вид узора прямыми и обратными рядами, то количество набранных петель у вас должно быть кратное 10 плюс 2 петли кромочные. Если будете вязать узор по кругу, то количество петель должно быть кратное 10. Узор симпатичный, интересно смотрится, и данным видом узора можно связать тунику, летний топ, кофточку, майку, связать даже можно жакет, кардиган. Пряжу вы можете выбрать из летней серии и также демисезонный вариант и применить этот узор при вязании вещей. Также можно связать носочки и палантин. Тоже будет неплохо смотреться. Возьмите себе этот узор в копилку, сохраните у себя в плейлисте. Я думаю, что он вам пригодится. Ссылку на интернет-магазин, где я заказываю пряжу, я вам оставила в описании под этим видео. И также поделилась своим промокодом на скидку. Размер скидки 5%. И доставка пряжи не только по России, но и по другим республикам. Перечень республик смотрите на сайте интернет-магазина. Пряжа Baby Cotton прекрасно подойдет для вязания данной модели туники.